Насколько для вас актуальна тема современного образования, будь то высшее, среднее или дошкольное? Приходила ли вам в голову мысль попытаться как-то улучшить ее? Героиня нашего сегодняшнего подкаста не только задумывалась о том, чтобы улучшить систему образования, но и сделала первые шаги, чтобы решить эту проблему. Приветствую, друзья! Вы на канале студии визуального программирования Синео, и я ее основатель Андрей Ильинский. А мы же с вами сегодня продолжаем цикл наших подкастов «Истории предпринимателей». Героиня сегодняшнего нашего подкаста – это основатель онлайн-платформы детской логопедии Мария Морозова. Сегодня мы обсудим с ней, какие есть пробелы в дошкольном образовании. Также затронем тему речевых дефектов у детей от 3 до 9 лет. И узнаем, какое же решение Мария придумала, чтобы закрыть эти проблемы. Если честно, эта тема представляет для меня крайний интерес, поскольку я никогда прежде о ней не задумывался. А ведь мне уже 27 лет, уже скоро свои дети пойдут. Короче, давайте пообщаемся с Марией и узнаем, что же там у нас с детской логопедией. Маша, расскажи, пожалуйста, о том, чем ты занимаешься сейчас в данный момент. Ты учишься где-то, ты работаешь где-то. Как ты совмещаешь, с чем, вернее, ты совмещаешь свой стартап? Я учусь параллельно, как бы получаю второе высшее уже, совмещаю сейчас параллельно практика с такими уже, то есть стартап мой связан с логопедическими нарушениями у детей, скажем так, не грубого характера, а прохожу сейчас практику, практикуюсь с такими прям совсем тяжелыми случаями, скажем, если можно так сказать. Думаю, как это можно ли вообще это перевести в онлайн-формат, как вообще можно организовать более масштабную помощь, скажем так, какую-то за пределы Москвы ее вывести. Вот так. Потому что я очень много слышала, очень много общалась с людьми, которые живут в отдаленных регионах, где-то там совсем далеко, и это просто большая проблема. Вот. Поэтому для своего развития стартапа, я думаю, это очень важно подумать, как это можно масштабировать, скажем так. Вот. Расскажи коротко в 2 словах о своем проекте, о обучающей платформе Blabler, о чем она, для кого она, что на ней можно делать, какую пользу она несет. Бламблер — это школа игровой логопедии и подготовка обучения чтению, счету и письму. Мы работаем с негрубыми логопедическими нарушениями, то есть это нарушение звукопроизношения какое-то, не грубое, не связано с какими-то тяжелыми поражениями мозга, скажем так. Это постановка звуков, улучшение дыхания и так далее, то, что влияет на речь, на коммуникацию. И также готовим к школе. Это тоже очень важно, на это идет огромный запрос. Это очень триггерит, скажем так, родителей. Школы дают все больше и больше запрос на то, чтобы дети приходили подготовленные, чтобы они были подготовлены не просто из разряда «зная буквы, цифры», а чтобы они умели читать, писать, считать, желательно и умножать, делить. То есть родители очень беспокоятся, большая идет гонка, кто в какую школу поступит, поэтому моя цель — снять эту тревогу и, скажем так, что родитель привел ребенка, и все его проблемы решены. Он получит полную и подготовку ребенка в школе, и полную его консультацию, как родители, поддержку, постоянная обратная связь, поддержка в виде статей, в виде рассылок и так далее, каких-то дополнительных продуктов, которые они могут купить и пользоваться этим дома. Вот. И также с логопедической стороны. Логопедическая сторона очень важна, очень занятия эти важны, потому что практически каждый 4-й ребенок
на данный момент имеет какие-то не грубые речевые нарушения. Это очень большая статистика, которая с каждым годом только растет и будет расти дальше. Насколько я понимаю, выбор проекта для стартапа обусловлен спецификой твоего обучения. Расскажи, Да. пожалуйста, почему ты вообще выбрала эту стезю, почему ты пошла в сферу логопедии, почему эта тема для тебя так важна, ну и, соответственно, как появилась идея продукта Блаблер. Ой, я вообще долго думала сначала идти в медицинский, энное количество лет, но потом как-то это ушло, потому что, ну, это очень большая ответственность, и это очень тяжелое обучение. То есть ты по факту на 7 лет, на 8 выключаешь себя из жизни практически совсем. Вот. К этому я оказалась так не готова. Долго очень думала, куда туда. Первое моё образование — это психология, но мне не очень понравилось, потому что это очень много малоприкладного, скажем так. Потом я была в декрете, думала, чем бы куда бы мне вообще податься. Вот, и пришла к логопедии. Это, так скажем, такая серединка между медициной и педагогикой. То есть тебе не нужно вот так вот выключаться из жизни социальной, но при этом ты точно так же помогаешь людям. Очень. Ну и потом я уже, когда начала учиться, я поняла, насколько это, во-первых, важно, что логопед — это не просто поставить звук «р», как бы. Ну, это очень огромный спектр проблем. И я поняла, какая тоже так же большая проблема, как и с медициной у нас. Я поняла, какая у нас большой пласт проблем с педагогикой, обучением, воспитанием. И еще я понимаю, какая у нас стигма, связанная с, скажем так, с другими детьми. Вот так. То есть и это все вылилось, вот пока сейчас Блаблер — это стартап, это пока что это только какие-то логопедические проблемы. В дальнейшем у меня очень большие планы и моего партнера на то, чтобы это стало огромным проектом не только в России и, наверное, не только в русскоговорящих странах, а в целом распространиться по миру. Вот так вот. Супер, звучит как отличный план. А скажи, пожалуйста, как ты вообще подходила к моменту, ну, формулирования своей задачи, скажем так? То есть ты проанализировала, наверное, как-то рынок вообще обучения по части логопедии, смотрела, У наверное, что нас делают другие, как это сделано у них. Как вы вообще с твоим партнером сформулировали идею вашей платформы? Почему она должна быть такой, а не другой? Ну, в целом, как бы, как строится педагогика, я понимала, что мое образование, оно, ну, формально, оно педагогическое. А расскажи в двух А, словах, как она строится. ну, у нас вообще педагогика в целом это такая тоже, ну, скажем так, система вертикальная, то есть где есть ученик, который должен, и есть Мгм. учитель, который назидает сверху. И это раз. Во-вторых, она очень стандартизированная и формализованная. Все заточено, как говорила Амбридж. Мой предмет, занятия по моему предмету вам помогут успешно сдать экзамен. Вот это Мгм. цель всего обучения. И то есть я просто сама мама, и довольно скоро уже, всего 3 года осталось, мне придется выбирать школу ребенку. И я, вот, ну, как бы я понимаю, что главная цель начальной школы — это показать, как круто, ну, что знание — это очень круто, что учиться постоянно — это классно, что это, блин, ну, это открывает все двери, это очень прокачивает тебя со всех сторон. И, ну, я считаю, что это главная цель начальной школы, да, то есть первой ступени обучения. Но, к сожалению, именно эта цель отбивается моментально за полгода. Вот. И что самое главное, когда ты там читаешь какие-то учебники по учебе, все написано так, что нужно прививать там, эм, то есть как бы любознательность, ты, а на практике это все превращается в, во-первых, ну, родители дико фрустрируемы гонкой за оценками. Им кажется, что показатель успешности — это оценка, показатель их успешного родительства — это то, как дети учатся в школе. И
почему-то и учителя, которые как бы... У нас учебники особо не меняются. Принципы обучения, они идут как бы, им уже там 50-70 лет, но и почему-то все эти люди, которые учились по этим же учебникам, в итоге тоже все сводится, что к тому ты там, вы не будешь учить математику и станешь дворником. Мгм. Какие там тебе танцы, почему ты пропускаешь контрольные, и все это вот так, вот так, вот так. И то есть, еще важный момент, что все это приводит к тому, сейчас еще проблема буллинга очень в школах жесткая, и это запускается с учителя. Мгм. 70% по статистике, 70% школьного буллинга запускает учитель. Вот этим Мгм. вот, то есть он выбирает какую-то себе жертву условно, и Мгм. это начинается вот так, он поддерживает это при детях, никак их не останавливает. Это вот, ну, в общем, очень много я об этом думала, и очень много мне это не нравилось, как вообще в целом вот, ну, не должна быть у нас такая педагогика карателей, скажем так. Вот. И Так. потом у меня была первая практика в университете. Она совпала с тем, что все было закрыто, никакого доступа в учебное заведение на практику не было, потому что болезнь, ту, которую нельзя называть. И у нас была практика дистанционно. Мы просто подключались к самой большой платформе, на которой очень много и логопедов, и очень много детей, и смотрели занятия онлайн. Либо Так. записи смотрели. И вот я смотрю занятия с мальчиком с каким-то, и вот там логопед ставит ему звуки, у него как бы никаких серьезных проблем нет, просто постановка звуков. Мгм. И вот они просто, вот она ему щелкает, вот как бы картинка, да, и на ней много разных предметов, и их нужно называть. Вот, то Мгм. есть там логопед, какой они звук, ну, по-моему, они стали L или R, самое распространенное. И вот начинается, давай, повторяй, там, радуга, рама, ромашка, рома. И вот ребенок сидит 50 минут. Даже мне было так скучно, я еле эти 50 минут высидела. И потом я была на супервизии с этим логопедом, я спросила, говорю, а вам не кажется, что ваш способ ведения занятий немного тяжел для ребенка, хотя был уже постарше мальчик, ему было около 10, то есть он уже может, в принципе, высидеть, не первоклашка. Она говорит, ну а как по-другому? Что вы хотите другое придумать? Я такая думаю, блин, ну надо придумать, но это скучно. И так вот как-то вот из каких-то книг, из каких-то западных книг. Ой, у нас еще была потрясающая преподаватель по педагогике в университете. Вот как-то от ее такой вот энергии вот родилась идея, что что-то можно сделать интереснее, можно сделать увлекательнее, можно строить не вертикальные отношения со своим учеником подопечным, а горизонтальные, что объяснить, что это в первую очередь ему нужно, и зачем мы будем делать вот это упражнение, зачем будем делать вот это, а зачем вот это? Ну, любой ребенок в состоянии это понять, если ему объяснить простыми словами. То есть, ну, блин, даже трехлетки можно объяснить. Главное говорить ему, объяснять, а не так, что вот я там принесла, вот сегодня я с тобой поработаю над тобой. Мгм. Это, ну, не должно быть так. Слушай, по твоим словам и по твоему рассказу прям видно, насколько ты воодушевлена, рассказывая про это, насколько реально эта проблема триггернула тебя и насколько ты прям зарядилась энергией, чтобы что-то поменять. Давай Ну, вернемся я теперь. чокнутая на детях, это точно. Давай теперь немножко вернемся назад. Я задал тебе вопрос, как ты формулировала границы своего проекта, как ты формулировала формат, как это должно выглядеть. То есть ты, наверное, ориентировалась на то, что уже сделано кем-то другим. Да. Чем это отличается от того, что, по сути, получилось у нас на выходе, и в чем уязвимые места твоих конкурентов? Скучно. Вот это самое главное. То есть то есть, грубо говоря, то, что в основном представлено на самых крупных платформах, это просто картинки, которыми занимаются логопеды, ну, не онлайн, а оффлайн, которые просто отсканированы, и вот так же, как ты сидишь в классе, гоняешь слова, так же ты и здесь сидишь просто через экран компьютера, что еще снижает вовлеченность, потому что тяжелее удерживать концентрацию ребенка. И Мгм. это вот, ну, это самое главное отличие. Никакого интерактива, какие-то разминки, логопед сидит такой, ну давай там, типа, танцуй, он там тебе Мгм. включила видосик,
Вот, танцуй. И потом вот это Спляши. опять. Да, давай повторять слова, и вот так, давай повторять слова. То есть все это вот так, ну, прям скучно. Вот даже взрослому человеку наблюдать за этим скучно. Вот я считаю, это самое главное отличие. И, ну, вот абсолютно вот эта невовлеченность ребенка в процесс. Мгм. То есть он просто с ним работают. То есть это не связка такая, вот что там, такая, вот так, триада, Мгм. если говорить по педагогике, то есть там социум, дом, социум, семья, учитель. Нет вот этого вот это есть вот этот ребенок, над которым все работают, как будто он тесто, не знаю, над которым Мгм. надо поработать, который надо поместить. Учитель некий папа Карло, а ребенок это вот Да, полено, из да, которого нужно выстругать, да, Буратино да, выстроить. Мгм. да, да. И онлайн это еще как-то, это просто скучно. Оффлайн там еще как бы просто заставляет делать все, что не хочется. Мгм. Вот. Про- Это, а? Говори, говори. Это, я считаю, вот главное отличие, главное преимущество. Мгм. Прорекламируй теперь немножечко Блаблер. Расскажи нашим зрителям, слушателям, что вообще можно делать на платформе Блаблер, какие функции мы туда вложили. А, у нас сейчас работает активно два направления. Это логопедическое направление и вот обучение чтению, счету, письму. Мы работаем, как логопеды, мы работаем не просто, то есть ставим звук по картиночкам. Это и работа с ритмом, и работа с моторикой, и работа фонематическим слухом, то есть умение различать э, и неречевые звуки, то есть начиная от звуков природы до звуков уже речи родной. Мгм. Это, ну, то есть различные виды моторики, общая, то есть крупная моторика в целом, как мы двигаемся. Это мелкая моторика, это артикуляционная моторика. То есть мы работаем прям по всем таким вот деталям. То есть это не может быть изолированная проблема, просто звук, и мы это понимаем. Мы с этим работаем очень комплексно. Мы очень много объясняем родителям, что, зачем и почему. У нас есть несколько дополнительных продуктов, которые можно покупать к курсу. Это, например, комплекс артикуляционной гимнастики. Например, если есть такое нарушение логопедическое, как дизартрия, когда идет нарушение иннервации, если это понятно, в общем. Нет, Неправильно, поясни. а, как бы так объяснить простыми словами? Ну, в общем, вот у нас есть орган артикуляционного аппарата, Мгм. да, и от них идет вот эта нейронная энергия, и она неправильно идет. В общем, когда какая-то травма мозга, например, какая-то болезнь, вот эти нейроны, то есть их движение нарушено. Мгм. И, ну, как скажем, как парез или паралич, вот самое такое простое, вот как при ДЦП, вот самое, чтобы понятно было простыми словами. То есть и при таком нарушении очень нужно, чтобы занятия были регулярными, ежедневными. Мгм. Понятное дело, что ежедневные регулярные занятия с логопедом – это, дорого, не всегда можно на это найти время. И поэтому мы предлагаем плюс к, например, 2 занятиям в неделю купить комплекс гимнастики. Мы создаем отдельно по группам нарушений звуков, то есть Мгм. какой звук нарушен, отдельный комплекс. И упражнения плюс видеоинструкция, как это нужно делать. Мгм. И родитель может уже, вот он 2 раза в неделю ребенок позанимался Мгм. с логопедом, и плюс каждый день дома они берут и делают, занимаются по видео, чтобы закрепить результат, не потерять, не откатиться. Мгм. И второе – это обучение чтению, счету и письму. Это полноценная подготовка к школе через игру, через интерактив. Дети вовлечены. Наши педагоги с огромным опытом, более 20 лет стажа. И самое главное, что ребенку объясняется, зачем нужно делать вот это, зачем нужно делать вот это. Все на таких самых интересных, любимых детям темах: динозавры, транспорт, все вот такое, все обязательно, все занятия, независимо от того, какое это направление, они с разминкой.
потому что нашему мозгу нужен кислород. Кислород вырабатывается через физические упражнения. Опять же, мы это понимаем, не все платформы это используют, не все, наверное, как бы знают. Всех задача усадить на 50 минут, чтобы вот так все сидеть смирно, строго. И вот, так что мы обязательно занимаемся физической какой-то небольшой разминкой. И занятие чтения, счета, письмо — это еще и наше расширение знаний о мире в целом. Мгм. То есть это там, о том, как что устроено, там, как там игрушки какие-то были придуманы, какие-то идеи. В общем, все это в такой легкой игровой манере детям преподается, чтобы было интересно и чтобы знания были разносторонними, кругозор расширялся, и мышление с детства было критическим, скажем так. Вот. Клево, мне нравится. Появится ребенок, обязательно отдам к вам. Мы будем ждать. Давай вернемся на несколько месяцев назад, до того момента, как мы нашли друг друга и начали сотрудничать. Мгм. Расскажи вообще, как происходила твоя работа в тот момент, когда ты только придумала концепцию проекта и когда ты пришла к осознанию, что ну, нужно теперь заниматься разработкой. Я очень еще сама, когда была в декрете, у меня было ребенку около полугода, я сначала думала сделать свое приложение, где можно отслеживать типа режим Мгм. ребенка, потому что все, которые были, они были западные, и они были очень неудобные. Вот я насколько помню, ну, я пыталась несколько из них использовать, это было максимально неудобно. И я так поговорила с людьми, которые экспертны в этой теме, узнала котский просто ценник на разработку приложения, просто там несколько, что около 1,5 миллиона мне озвучили цену. Мгм. Ну, то есть это типа вообще, блин, А сроки на м, разработку какие тебе дали, если не секрет? около полугода, год. Ну, короче, долго, дорого и тяжело. Мгм. Вот. И это же только сама разработка, еще все это как бы придумать. Ну, в общем, это меня очень тогда расстроило, и как-то я надолго отложила все какие-то мысли о работе онлайн, ну, совсем. И потом, наверное, год я просто, ну, во-первых, я начала снова учиться, потом я думала долго, что можно придумать. Как-то сначала думала об оффлайн школе. Мгм. Это тоже, ну, как бы логопедически это тоже очень сложно, потому что нужны лицензии, санпины, пожарные там и так далее, и так далее. Ух, И как-то снова много всего. потихоньку очень много всего, очень много проверок. Ну и на начальном этапе это тоже огромные вложения, которые, ну, неоткуда взять, скажем так. Мгм. И как-то вот потом была вот эта совсем неудачная практика, где 50 минут скучных картинок. Я как-то снова вернулась в сторону онлайн Мгм. думать. Но помня цены, помня те сроки, которые мне тогда сказали, я подумала, блин, ну сейчас как-то что-то все там типа Тильда, Фигма, все там что-то как-то какие-то специалисты сами делают, ну, может, я тоже смогу. Мгм. Вот, полезла. Ну, это совсем не мое. Я могу классно придумать, но мне нужно, чтобы это кто-то оформил миллион моих бешеных идей, а у меня Мгм. еще каждую неделю какие-то новые появляются. Мой партнер с ума сходит от меня. Вот. Эм, Я поняла, что мне нужно, ну, в общем, кто-то, кому я могу это делегировать. И я начала искать, как это вообще можно делать. Мгм. Каким-то, может, есть какие-то другие варианты, какой-то Мгм. обходной путь вот этого вот долгой и дорогой разработки. Нашла, что есть платформы, которые не на коде. То есть, Мгм. что это какой-то, ну, как скажем, конструктор, Мгм. который можно собрать довольно быстро, довольно дешево, ну, по сравнению, конечно, с разработками именно кода. Вот.
начала искать, мы как-то с партнером начали, ну, ранжировать, смотреть кейсы, смотреть варианты, смотреть расценки, отзывы, вот, и пришли постепенно к вам. Вот так, как-то это долгий аналитический путь, Мгм. выстраданный. Вот так. Скажи, пожалуйста, а как много компаний прошли, скажем так, ваш этот внутренний тендер вместе с нами? Около 5, наверно. Наверное, сейчас будет совершенно неприличный вопрос. Ты можешь не называть точные цифры, но, может быть, ты помнишь, по сравнению с нашим предложением, какие офферы тебе дали наши конкуренты? Там, 1,5-2 раза дороже. мгм. А по срокам? По срокам примерно одно и то же, но как бы это большой ценник очень. 1,5-2 раза. Мгм. Прям очень большой. При том, что уровень кейсов и отзывы одинаковые. Понял, отлично. А, Хочу затронуть такую тему. На старте твоего проекта, когда произошли те события, о которых ты рассказала, то есть когда ты осознала, что кодовая разработка тебе ну, вообще не по карману, и сроки тебя тоже не удовлетворяют, был ли какой-то момент у тебя, когда ты думала, что, блин, ну все, не бывать моему проекту? Ну И, да, и что заставило тебя потом перевернуть свое сознание, переключиться? я вот говорю, долго думала, около полугода или год, наверное, я думала, что все, ну как бы это невозможно. Ну, не то, что это невозможно, что нужно долгий период работать на то, чтобы это стало возможным. Мгм. Как перевернулась? Ну, как-то ну, во-первых, как-то те эмоции подуспокоились, и уже просто вернулась, свежая голова, скажем так, что нужно не там сидеть в отчаянии, а просто что-то думать, решать, как-то искать, что дорога осилит идущий. Вот. Ну, в общем, что нужно просто поискать, подумать, спросить, уточнить, может быть, есть какие-то другие варианты. Мгм. Вот. Не отказываться от идеи. Мгм. Следует ли из твоих рассуждений то, что никогда не нужно стесняться спросить и попросить помощи? Постепенно я к этому пришла, да, что лучше спросить, узнать, уточнить. Крайне редко люди будут негативно на это настроены. Как правило, ну, то есть очень страшно решиться сначала, и особенно там, не знаю, задать какой-то глупый вопрос. Мгм. Ну, как тебе кажется, что это глупый. А на самом деле большинство людей, экспертов просто всегда готовы тебе помочь. Мгм. Одна голова хорошо, но две еще лучше. Кто-то Да, может и знать того, чего не знаешь ты. Да, получить какие-то разные мнения, разные точки зрения, взгляды, вот, и потом, ну, невозможно же быть экспертным во всем. Ну, это невозможно. Только Мгм. в инстаграмчике все знают все про все. Вот. Да, эти блогеры в Инстаграме, те еще А на эксперты. Да, а на самом деле ты можешь быть экспертным, ну, вот какой-то вот я понимаю, что про педагогику, про воспитание, про детей я знаю очень много. И я понимаю, что если я сейчас уйду в какие-то технические моменты, то моя экспертность очень потеряет. То есть у меня не Мгм. будет столько времени, столько вовлеченности в это, если я буду заниматься вот как бы изучать какую-то новую область. Поэтому мне нужен вот эта возможность делегирования, чтобы я могла снять с себя вот эту такую большую пласт ответственности, ее отдать, и чтобы это не поджирало мой внутренний энергетический ресурс, что я Это постоянно очень думаю, хорошая тема. тревожусь. Мгм. Да. Это очень хорошая тема. Хорошо, что ты об этом упомянула, потому что мы довольно часто в своей рабочей практике сталкиваемся с такими кейсами, когда, знаешь, там из серии объясняешь что-то заказчикам, объясняешь людям, в чем Мгм. сложность ноу-код разработки. Люди это слушают и думают такие, ну это же конструктор, ну типа, это же примерно то же самое, что тильда, да я сам сяду разберусь. Потом Да, да, да. они от нас уходят, чтобы заняться этим самостоятельно. Потом проходит 2-3 месяца, приходят и говорят: ребят, что-то у меня ничего не получилось. И вообще все мои параллельные процессы, которые я хотел лично курировать, застопорились. И... Да, ну это либо если у тебя есть какой-то большой промежуток времени, небольшой денежный запас, скажем так, чтобы сидеть и там пытаться разобраться в том, что для тебя совсем ново.
Ну, я Мгм. предпочитаю просто, как бы мне просто даже не то, что неинтересно, но это вот, ну, максимально не мое. То есть я лучше потрачу энное количество времени, энное количество, ну, то есть времени, чтобы выбрать, а, того, кому я могу доверить, энное количество денег, чтобы заплатить подрядчику, но вот это будет не мое такое, не будет отнимать мое время, самое Мгм. главное. Направишь свою энергию туда, в чем ты хороша. Да, вот в детей, все туда. Все на детей. Давай вернемся к Блаблеру. Да. А, Как ты видишь развитие проекта в ближайшее время? Какие вообще планы по Планы, усовершенствованию продукта, расширению продукта? да, расширение продукта. Во-первых, продукта внутри, то есть добавление новых разных блоков. Очень много я чего подсмотрела на практике интересного. Мгм. Это первое. Второе — расширение продуктовой линейки. Третье — это запуск нескольких курсов для родителей. А, Затем, я бы хотела, точнее, мы с партнером думаем выходить на уровень не только стран СНГ, работать с детьми билингвами. Перевод, то есть, чтобы у нас было, скажем так, клиенты со всего мира. Вот такие, это такие самые ближайшие, самые очерченные цели. Наверное, на ближайший год. И, наверное, еще открытие магазина онлайн на сайте со всяким интересным стафом для детей. Мгм. Таким развивающе-дидактическим, познавательным, увлекательным. Вот. Мгм. И, пожалуй, мой последний вопрос. А, Вспоминая себя несколько месяцев назад, какой бы ты дала совет начинающим предпринимателям, которые находятся сегодня на той же стадии, на какой была ты несколько месяцев назад? Не сдаваться. Не сдаваться, если как-то тяжело, взять паузу небольшую, просто отдохнуть, вот просто убрать все какие-то свои текущие операционные задачи и просто дать, как скажем, дать себе успокоиться, немножко, ну вот это убрать тревогу и тревожность и просто дать мозгу вот этого неделю свободного плавания, Мгм. чтобы и как бы, когда ты себе немножко даешь такую оттяжечку, то приходит, освобождается место для новых каких-то идей, и даже какой-то, казалось бы, тупик уже становится не тупиком. Вот. Хм. Слушайте, ну, любовь к детям, преданность делу города берет. На чистом энтузиазме, можно сказать, наша героиня вывезла свой проект. Ну, конечно, я, наверное, немного утрирую. Здесь, наверное, не только чистый авантюризм и энтузиазм. Как мы видим из ее рассказа, был и некий холодный расчет, и детальный анализ. История Марии показывает нам, что в момент, когда нам кажется, что ничего не получается и что все обстоятельства против тебя, иногда не лишним будет взять паузу и подумать, посмотреть по сторонам, пообщаться с людьми. Возможно, вы сможете подчерпнуть что-то от этих людей. Возможно, даже не ожидая того, вы найдете решение своей проблемы там, где вы не были к этому готовы. Спасибо за ваше внимание. Подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на наши социальные сети, посетите наш сайт и будьте готовы к нашему следующему ролику. Я уверен, он будет не менее полезным и не менее увлекательным. Всем счастливо! Пока-пока!